Редактировать Google Ads можно очень быстро, но легко сломать то, что уже работает, если править сразу много и без системы. Самая дорогая ошибка – это сделать несколько изменений подряд и потом не понимать, что именно дало просадку, что именно ухудшило результаты. В этом видео дам простую схему безопасного редактирования уже работающей рекламы. Что можно менять спокойно, что лучше не трогать без причины и где именно править кампанию. Ключевые слова, объявления, объекты, чтобы правки были быстрыми и управляемыми. Итак, начинаем. Сначала 3 правила безопасного редактирования. Главная ошибка – это править не тот уровень или сделать сразу много правок. Знаете, что одни и те же элементы, одни и те же корректировки вы можете редактировать в Google Ads на разных уровнях. На уровне аккаунта, на уровне компании, на уровне группы объявлений, на уровне объявления или ключевого слова. И важно понимать, на каком уровне вы находитесь прямо сейчас. Второе – это правило «одна крупная правка за раз», иначе теряется система причинно-следствия. Очень многим знакома ситуация, когда вы раз в месяц заходите в аккаунт и такие: о, а давай сейчас изменим и вот это, и географию, и ключевые слова, и ставки, и стратегию назначения, и настройки, и девайсы. Все поизменяли, еще добавили каких-то исключений. На следующий день реклама не работает. И вы не понимаете, что стало причиной. И начинается длительный и болезненный для бизнеса процесс поиска. А что же сломало? Поэтому всегда одна крупная правка за раз. И третье важное правилом – это всегда держите путь отката. То есть вместо удаления старого объявления поставить на паузу, создать новое. Вместо удаления старых ключевых слов поставить на паузу, создать новое. Всегда имейте резервный вариант, чтобы вы могли откатиться, вернуться к прежним настройкам. И плюс не забывайте, что в аккаунте Google Ads у вас есть история изменений, в которой можно посмотреть, когда вы что меняли, и иногда даже откатить, изменить обратно. Как я и говорил, в Google Ads есть 5 уровней, на которых можно делать настройки, на которых можно осуществлять правки. Первый уровень – это уровень аккаунта. Настройки, которые влияют для всех компаний, всех объявлений, всей рекламе в вашем аккаунте. Второй уровень – это уровень компании. Настройки, которые влияют на всю компанию целиком, но не влияют на другие компании. Третья категория настроек, третий уровень, это уровень групп объявлений. Настройки влияют только на то, что на эту группу и то, что находится внутри. В компании может быть несколько разных групп с разными настройками. Четвертый уровень, это уровень объявлений, объектов, то есть то, что видно пользователю. Вы можете в одной группе объявлений одно объявление написать, во второй второе. Вы можете объекты или так называемые расширения, уточнения, дополнительные ссылки и так далее размещать на уровне как группы, так и компании, так и аккаунта. И в случае аккаунта это расширение будет показано абсолютно во всей рекламе, во всех компаниях вашего аккаунта. Если на группе объявлений, только в этой группе объявлений. И пятый уровень – это ключевые слова, настройки таргетинга. Это, собственно, то, что уже внутри групп, внутри компании, то, что непосредственно влияет только на элемент нижней вложенности. То есть сначала мы определяем уровень, на котором мы хотим, чтобы наши изменения действовали, и только потом правим. Отдельно я хочу упомянуть инструмент, который называется Google Ads Editor. Это альтернатива для массовых правок. То есть можно на компьютере, например, с плохим интернетом или просто изолированным, скачать ваш аккаунт, подготовить целую кучу правок и отправить снова на публикацию. Эта программа доступна для скачивания. Гуглите просто Google Ads Editor, скачивайте программу на свой Mac или Windows, без разницы, и она работает локально на вашем компьютере. Единственное от меня наблюдение. Я видел огромное количество раз, когда именно из-за этой программы вносили правки, которые потом вели к колоссальной просадке эффективности компании. Почему? Потому что для пользователя, который является не профессионалом, в программе Google Ads Editor намного проще допустить ошибку, чем в веб-интерфейсе. И очень часто пользователи просто не замечают какую-то маленькую галочку из-за нюансов интерфейса и потом получают
огромное падение производительности. Поэтому я все-таки рекомендую всегда работать с редактированием Google Ads в веб-версии. На уровне аккаунта мы можем менять в целом правила показа наших объявлений по разным категориям. Мы можем добавлять на уровне аккаунта какие-то объекты, которые будут показаны во всем аккаунте. Например, добавить адрес, номер телефона как расширение. И любое объявление, которое есть в этом аккаунте, будет подтягивать с уровня аккаунта эти расширения. Также на уровне аккаунта задаются общие настройки нас как рекламодателя. Второй уже более такой масштабный уровень — это уровень компании, потому что там сосредоточено обычно больше всего настроек. А на уровне каждой отдельной компании мы можем, самое главное, менять бюджет. Моя рекомендация — не менять бюджет сильно. То есть был бюджет там $10 в день, берут, ставят 100. Старайтесь за один раз менять бюджет в пределах 20-30%. И в таком случае вы не будете отправлять вашу компанию на переобучение алгоритмам. Алгоритм будет входить в фазу корректирования, но не в фазу переобучения. 20-30% за раз. На уровне компании вы также можете добавлять местоположение и язык. Убирать, добавлять регионы. Более гранулярно, например, вместо страны отдельные штаты или отдельные города добавить. Кроме того, на уровне компании задается язык. Если вам нужны для разных компаний разные языки, например, там, английский и испанский для Майами, это будут две разные компании, потому что язык задается на уровне компании. Расписание именно на уровне компании. Когда, в какое время, в какие дни недели показывается ваша реклама. Стратегия ставок — это самый чувствительный параметр. Потому что есть стратегия назначения ставок, а есть размер этих самых ставок или автоматических ставок. Это самый параметр, из-за которого чаще всего сбои, потому что после смены, если вы слишком занизите, может вообще пропасть реклама, будет 0. Если слишком завысите, наоборот, пойдут просто дикие расходы денег. Об этом всегда следует помнить. Следующий уровень — это группа объявлений и ключевых слов. Там вы можете добавлять, ставить на паузу все, что касается в основном минус слов объявлений. Ключевые слова добавляем через «Добавить ключевые слова», нажимаем плюс. Если нужно что-то убрать, через минус слова удаляем. Как я уже говорил ранее, неэффективные ключевые слова рекомендую очень ставить на паузу, а не удалять. Потому что через полгода мы можем забыть, что мы удалили, и такие: о, а вот мне пришла идея нового ключевого слова, на самом деле это то же самое. Давай его протестируем. А так вы увидите, что оно уже стоит на паузе, и увидите, почему вы его тогда остановили. Была плохая эффективность. И типы соответствия, фразовая, точная, широкая, меняются прямо в ключевом слове. Там даже пауза не обязательно. Далее отдельно хочу поговорить об объявлениях. Объявления редактируются. Нажали на редактировать, прямо новое создавать нет необходимости, если это не кардинально новая идея. И после нажатия на кнопку «Сохранить» показы на какое-то время останавливаются. Вы должны об этом знать. После того, как вы редактируете объявление, на какое-то время останавливаются показы. Для чего? Это защита Гугла от хитрых людей, которые таким образом пытаются его обмануть. То есть пока объявление не пройдет в повторную модерацию, не будут допущены показы. То есть статус объявления будет на рассмотрение, и только после автоматической или ручной модерации начнутся показы. Если объявление в вашей группе одно, на это время, пока идет модерация, вся группа останется без показа. Поэтому лучше иметь несколько объявлений. Это еще и полезно в целях тестирования. Если мы говорим о объектах, таких расширениях для объявлений, то дополнительные ссылки, уточнения, телефоны, промо и все это другое можно редактировать отдельно от объявлений. Не трогая объявления, редактировать расширения, редактировать объекты. Они живут отдельной жизнью. И если вы отредактировали, например, объект дополнительные ссылки, это никак не повлияет на объявление, оно может пойти на модерацию или даже отклониться. И на самом деле все эти объекты, все эти расширения — это очень быстрый и мощный способ увеличить кликабельность, CTR, без изменения самих объявлений. И открою вам маленький секрет. На объектах, на расширениях вы также можете тестить свои идеи, прежде чем внедрять их в объявления. Потому что, например, в расширении уточнения вы видите, как люди реагировали на разные расширения или дополнительные ссылки. И вы можете там оттестировать и лучшие варианты потом использовать в объявлениях.
Я прерву это видео на 32 секунды, чтобы ты наконец перестал сливать рекламный бюджет. Под моим управлением было более 700 миллионов долларов США в Google Ads, поэтому все инсайты проверены на практике. Я регулярно общаюсь с топ-сотрудниками Google, а сам являюсь официальным Google партнером. Мои ученики, предприниматели со всего мира, уже оптимизировали свои рекламные кампании, сократили расходы и увеличили продажи благодаря моим методикам. Эти стратегии работают для любого бюджета, хоть $500 в месяц, хоть $5 миллионов в месяц. Я приглашаю тебя применить эти же проверенные подходы. Переходи по ссылке в описании к этому видео и сделай свою рекламу по-настоящему эффективной. Что нельзя или опасно менять? Значит, смотрите, абсолютно безопасно добавлять минус слова, если вы их реально проверили. Потому что многие люди пытаются, нашли какой-то список минус слов для ниши ремонта мебели и берут этот список минус слов, как есть, добавляют. А потом оказывается, что там в этом списке была какая-то услуга, которую мы оказываем. А добавив ее в минус слова, мы прекратили под ней показ. Поэтому все минус слова, чтобы они безопасно привели к безопасным результатам, нужно проверять, действительно ли это минус слово не исключит что-то, что мне важно. Объекты, расписание. Все это такие умеренные правки бюджета, добавление новых ключей, поставление их на паузу. Все это абсолютно безопасно. Что менять опасно, и часто это приводит или к сверхрасходам, или к полной остановке рекламных кампаний. Это смена стратегии назначения ставок. Смена цели обучения, особенно в середине обучения. Резкие изменения бюджета в 2-3 раза и более. Массовое редактирование всех объявлений. Резкие изменения в основной географии. Эти правки не только могут остановить аккаунт, но иногда привести к автоматическому триггерному блоку аккаунта, потому что именно так обычно ведут себя злоумышленники. Они берут и создают такой, знаете, белый, пушистый, красивый рекламный аккаунт, а потом массово меняют на запрещенные объявления в надежде проскочить на какой-то короткий промежуток показа. И часто Google, видя подобное поведение даже в нормальных аккаунтах, предпочитает его на время заблокировать, а потом разберемся. То есть Google, как корпорации, дешевле и проще заблокировать малый аккаунт, один из сотен миллионов аккаунтов в Google Ads, чем потом нести какие-то репутационные и юридические риски. Кроме того, никогда не забывайте, что Google всегда нацелен на рекламу для больших рекламодателей, те, кто тратит миллионы долларов в месяц. И маленькие рекламодатели для Google это просто расходный материал и такая площадка для теста. Поэтому заблокировать вас за просто превышение количества каких-то разумных действий, это для Google запросто. Я думаю, многие из вас даже с этим сталкивались. Далее. Важный момент, что тип и подтип компании нельзя поменять в уже созданной компании. То есть, если вы решили, а теперь эта компания будет другого типа или другого подтипа, это сделать невозможно. Вам нужна полностью новая рекламная кампания, старая в таком случае ставится на паузу. И важный момент, неявный по поводу языка. Я несколько раз видел ситуацию, когда пользователи берут, рекламодатели рекламировались там, не знаю, на Швейцарию на немецком, потом они такие, надо на французском потестировать. Берут, меняют в настройках язык с немецкого на французский, но при этом не меняют тексты самих объявлений. Google Ads не переводчик. Если вы в компании зададите французский язык, а объявление будет на немецком, он будет людям, разговаривающим на французском, показывать объявление на немецком. То есть он просто делает то, что вы говорите. И в финале 5 ошибок, и что делать, если пошла просадка. Ошибка первая. Поменяли тип соответствия или новые ключевые слова и не следили, не посмотрели поисковые запросы. Начал сыпаться всякий шлак, который просто сливает бюджет. Частая проблема. Ошибка 2. Слишком часто правили объявление, ловили модерацию, и объявление в конце оказалось полностью отклонено. Не делайте так. Ошибка 3. Быстрая смена стратегии назначения ставок и ставок при первых проблемах. Очень часто вижу, когда рекламодатели 2 дня посмотрели, не работает, увеличили ставки, изменили стратегию. Еще 2 дня прошло, нет, слишком дорого, уменьшили. Еще 2 дня прошло, нет, слишком мало, увеличили. Вот такими прыжками вы просто уничтожаете обучение алгоритмов в своем аккаунте. Ошибка 4. Удалили ключи вместо того, чтобы поставить их на паузу. И получился откат, потеряли производительность. И невозможно вернуть обратно часто. Всегда ставьте на паузу то, что можно поставить на паузу. Ошибка 5. Сделали кучу крупных изменений одновременно,
и потом не поняли, что привело к проблемам. Чек-лист, что делать при просадке, при проблемах с аккаунтом. Во-первых, сравнить периоды. Период, когда все плохо, с периодом, когда все было хорошо, и найти параметры, которые отличаются. Проверить статусы всех объявлений, всех объектов, всех ключевых слов. Даже на уровне ключевых слов могут быть проблемы с отклонением. Проверить историю изменений, что конкретно меняли в дни, предшествующие проблемам. Попробовать через историю изменений откатить правки, которые вы подозреваете. И наблюдать 24-72 часа на переобучение, на что будет происходить. Желаю вам, чтобы никакие редактирования аккаунтов не снижали вашу эффективность. Ну и увидимся в следующих видео.